Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Бывает у вас такое: срочно надо сделать подарок. Милый, нужный, недорогой. И чтобы его можно было сшить очень быстро. У меня сегодня шикарные ткани в работе. Это образцы мебельной обивки под кожу питона или змеи, или крокодила. Да кто их разберет, эти искусственные чебурашки? Конечно же, такое богатство резать не будем. Ткань постараемся использовать максимально. Сами понимаете, что у этой ткани у меня есть только один единственный кусок. От него отрежем полоску такой же ширины, как и застежка молнии. А из вспомогательной ткани выкроем большую деталь такого же размера. Первым делом поработаем с молнией. Нам надо закрыть, красиво оформить оба ее открытых конца. Возьмем узкий кусочек ткани. Сначала пришьем его к одному концу, отогнем, обвернем открытые срезы и подошьем второй край полоски. Края молнии получаются красиво спрятаны. Точно так же обшиваем и другой конец молнии. Обратите внимание, готовая молния должна быть на сантиметр-полтора с каждой стороны короче большой детали. Дальше мы лицевую сторону молнии прикладываем к лицевой стороне большой детали. Если вы новичок, то можете сначала пришить молнию к одной детали, а потом уже пришивать подкладку. Но у меня уже рука набита, шью потихоньку, ткани поправляю, шов проверяю. И, конечно же, ставим лапку для пришивания молнии. Когда доходим до бегунка, то иголку опускаем, лапку поднимаем. Если надо, разворачиваем ткань и передвигаем бегунок в уже прошитое место. Дальше ткани мы разворачиваем, подтягиваем и прокладываем отделочную строчку. Следующий шаг – пришиваем другую сторону молнии. Делаем все то же самое, что и на предыдущем этапе. Но дам совет. Лучше, если подкладка будет примерно на 1 сантиметр короче верхней детали. Тогда она уляжется просто идеально. И, конечно же, смотрите на ваши размеры. У меня были большие куски, поэтому я выбрала такой способ работы. Второй край молнии тоже надо закрепить отделочной строчкой. Здесь очень узкие места, и лучше убрать рукавную платформу. Когда все прошили, молнию расстегиваем наполовину. Заготовку выворачиваем, расправляем так, чтобы ткань подклада была в одной стороне, а ткань верха в другой. Припуски на шов в середине направляем в сторону подклада. А теперь надо прошить бока. В одном боку мы оставим отверстие для выворачивания, а другой бок прошьем полностью. На этом этапе можно в боковые швы вставить петельку.
Следующий шаг. Сформируем донышко. Самый простой способ – просто развернуть угол. Отложим 3 сантиметра и наметим линию шва. То же самое сделаем и со всеми другими углами. Остается только прошить углы, отрезать лишнюю ткань. Еще можно сшить вместе 2 угла, подкладку и верхнюю часть с одной стороны косметички. А дальше уже выворачиваем нашу конструкцию. Все швы тщательно подтягиваем и расправляем. Дальше зашиваем оставшиеся отверстия в боковом шве подкладки. И получается у нас красота. Обратите внимание, когда мы прошивали бока, молнию мы никак не захватывали. Края лежат свободно. Ну что сказать? Подарок готов. Можно подарить просто косметичку. А можно наполнить ее чем-нибудь вкусненьким к чаю. Шоколадка, печеньки. Вот, кстати, про чай. Знаете, что самое лучшее в чае? То, что он такого же цвета, как коньяк. Ну, вы догадываетесь. Если в дамскую сумочку не входит бутылочка вина, то фигня это, а не сумочка. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!